Привет, милые рукодельницы! Очень рада снова встретиться с вами на моем канале Букетемиру ТВ. Меня зовут Анна Тюмерова. Мы с вами продолжаем тему 8 марта. Я понимаю, что 8 марта уже совсем скоро, и многие подарочки вы уже успели сделать, но мне все-таки хочется поделиться с вами еще одной идеей. Мы с вами на днях уже делали восьмерку, и сегодня мы продолжаем эту тему, и сегодня восьмерку будем украшать несколькими цветами и делать немножко другую композицию. Если вы так же, как я, любите свит-дизайн и любите творить что-то своими руками, любите делать цветочки своими руками, обязательно ставьте лайки этому видео. Ваш лайк поддерживает меня и вдохновляет меня снимать для вас новые мастер-классы. А мы же давайте с вами приступать. И первое, что мы с вами разберем, это список материалов. Это те материалы, которые нам нужно приготовить для того, чтобы сделать вот такую шикарную композицию своими руками. В качестве основы я беру кусочек пеноплекса шириной 5 см каждая сторона и 2 см толщина этого кусочка. Беру вот такой вот небольшой отрезок. Можно взять пенопласт, если у вас нет пеноплекса. Также мне нужна будет лента Лист Аспидистры. Именно ее я решила взять для данной композиции. Она будет не сильно заметна, но мне кажется, она добавит свою изюминку. Если вдруг у вас нет такой ленты, то берите обычную атласную ленту или другую ленту для цветов, которая у вас есть в наличии зеленого цвета. Можно выйти из положения и таким образом. Я же беру вот такой лист Аспидистры, и именно его я буду использовать в этой композиции. Он мне нужен шириной 2 см, поэтому если вы найдете поуже, берите поуже. Плюс мне нужна будет проволока, и в этот раз проволока мне нужна будет длиннее. Так как у меня нет очень длинной проволоки, я беру две проволоки. Длина проволоки должна составлять 75 см. Именно такой длины мы будем делать сегодня проволоку для того, чтобы делать восьмерку. А так как я соединяю две проволоки вместе и удлиняю их таким образом, я беру скотч. Именно с его помощью я буду удлинять эту проволоку, поэтому скотч я беру тоже обязательно. Для этого я беру узкий скотч, он у меня шириной 1 см. Фунтики я сегодня буду делать из органзы, именно ее я возьму для изготовления зелени для нашей композиции. А в качестве сизали я решила выбрать вот такой вот ярко-розовый цвет. В самом начале вы уже видели композицию с зеленым и розовым оттенком. Я же мастер-класс вам буду показывать именно с розовой сизалью. Мне кажется, она настолько яркая и сочная, что прекрасно подходит под те оттенки цветов, которые я выбрала для этой композиции. Зимой мы с вами делали вот такие разноцветные цветы розово-сиреневой цветовой гамме, и сегодня я предлагаю вам взять именно эти цветочки для нашей композиции. Если вы еще не успели познакомиться с мастер-классом и не изучили то, как их делать, то обязательно для вас оставлю ссылочку под этим видео и в правом верхнем углу, поэтому переходите, смотрите, изучайте и делайте композицию с восьмеркой на 8 марта вместе со мной и многими рукодельницами. Мне для этой композиции нужно 3 цветочка, и я выбрала 2 сиреневых и 1 розовый. В качестве дополнительных цветочков для моей композиции я выбрала мимозу. Я в восторге от того, что она вам понравилась, и вы в восхищении от того, как она выглядит. И на самом деле она делается так быстро и легко, что можно сделать быстро множество веточек для данной композиции. Я беру веточки маленькие, потому что композиция у нас не слишком большая, и, естественно, длина веточек должна быть тоже поменьше. Длина соцветий мимозы в моем случае составляет от 3,5 до 8 сантиметров. Вот такая длина соцветий, а проволоку возьмите немножко подлиннее, ее всегда можно отрезать. Из инструментов мне нужен будет термопистолет, ножницы, и если вы работаете с проволокой, то вам пригодятся еще и кусачки. Я беру основу из пеноплекса, и мне нужно ее обклеить гофрированной бумагой. Для этого на нижнюю сторону пеноплекса я наношу термоклей и приклеиваю ее к гофрированной бумаге. После этого я отрезаю гофрированную бумагу вокруг этой основы, оставляя по 2 см с каждой стороны. И для того, чтобы было удобнее обклеивать основу, я отрезаю уголочки. Каждый уголочек вырезаю вот так вот квадратиком. И после этого, нанося термоклей с каждой стороны, я приклеиваю гофрированную бумагу. Вот так вот я обклеиваю основу. Мне очень важно, чтобы основа снизу была абсолютно ровной и по краю тоже максимально ровной. Сверху я основу не буду закрывать полностью гофрированной бумагой, для того, чтобы цветочки было удобнее вставлять в эту основу. Далее я беру ленту Аспидистры и из этой ленты отрезаю полоску, равную шириной 2 см, потому что именно 2 см высотой является моя основа. Этой лентой я и обклеиваю всю основу вокруг. Наношу термоклей, приклеиваю сюда ленточку. И так с каждой стороны, нанося термоклей, я приклеиваю ленту полностью в круговую. В конце я ленту отрезаю немножко длиннее, чем у нас осталось расстояние неприклеенным. Наношу термоклей и приклеиваю его, состыковывая с началом.
У нас получается вот такая основа. Снизу гофрированная бумага, по краю лист аспидистры. Выглядит это так, как будто мы обмотали эту основу травой, и действительно появляется такой травный эффект. Очень люблю использовать лист аспидистры для оборачивания основы. Это смотрится очень красиво. Теперь я беру две проволоки и начинаю их удлинять. Длина проволоки в результате должна составлять 75 сантиметров. Я соединяю их друг с другом при помощи скотча. Просто обматываю их узким скотчем. После этого я обматываю всю проволоку сизалью. Как это делать, я уже показывала вам в прошлом мастер-классе. Очень подробно и очень детально. Сейчас же я не буду на этом долго останавливаться, чтобы быстрее вам показать изготовление всей композиции в целом. Приклеиваю я сизаль к проволоке, оставляя по краям проволоку примерно 4-5 сантиметров. И так обматываю всю проволоку сизалью. Фиксирую ее на термоклей. У меня получается вот такая длинная проволока, обмотанная сизалью, длиной 75 сантиметров. Теперь загибаю эту проволоку таким образом, чтобы нижние концы этой проволоки были на одном уровне. И сверху формирую красивый овал. Формирую колечко сверху, перекрещивая нижние концы на определенном расстоянии. Диаметр этого кольца получается примерно 8 сантиметров. На месте перекрещивания двух этих сторон я наношу термоклей, маленькую капельку, и склеиваю две эти стороны друг с другом. Плотненько прижимаю пальчиками, чтобы все хорошенько зафиксировалось. Теперь начинаю формировать восьмерку снизу. Сначала одну сторону загибаю, потом вторую сторону. После этого я беру основу и в этой основе по краям делаю две дырочки. С одной стороны и с противоположной стороны, для того, чтобы именно в эти отверстия вставить основание восьмерки. Теперь вставляю концы восьмерки в эти отверстия. И после того, как мы их полностью вставили, я вытаскиваю один конец, капаю туда капельку клея и вставляю его обратно. Таким образом я его полностью фиксирую в этой основе. То же самое делаю с другой стороны. Другую сторону восьмерки тоже вытаскиваю из основания, капаю туда капельку клея и вставляю ее обратно. Огромный плюс этой восьмерки то, что там в основании проволока. Мы можем восьмерку делать абсолютно любой формы. Можем сгибать, сделать ее более плоской, более вытянутой. Любую, которую вам нужно для композиции, вы можете делать восьмерку из этой основы. Наша основа готова. И теперь эту основу мы будем оформлять цветами. В первую очередь в эту композицию я начинаю вставлять большие цветы. Для этого я беру розовую розу и вставляю ее в правый уголочек. С левой стороны рядышком с розовой я поставлю сиреневый цветок. И пока у нас с вами цветочки только впереди, композицию немножко перевешивает вперед. Это ничего страшного. Теперь берем следующий цветок и сзади вставляем следующий, третий цветочек. Задний цветок должен быть немножко выше, чем первые два передних. Теперь каждый цветочек я вытаскиваю из основы, на кончик проволоки наношу термоклей и фиксирую эти цветы в основу на клей, чтобы они уже прочно держались и не разлетались с этой композиции. Теперь я беру органзу, раскладываю ее и делаю из нее фунтики. Для этого я отрезаю ее шириной 12 сантиметров и формирую квадратики 12 на 12 сантиметров. Именно из таких квадратиков я и буду делать фунтики. Делаю фунтики тройные. Можно их зафиксировать при помощи клея, а можно просто при помощи степлера. Мне кажется, это гораздо быстрее и удобнее. Поэтому берите себе на вооружение. Обычный канцелярский степлер может ускорить процесс изготовления букетов с конфет. И после того, как я наготовила множество фунтиков, я начинаю заполнять ими нашу композицию. В первую очередь я приклеиваю их вокруг основы, обклеивая основу в круговую. И потом уже заполняю пустые пространства между цветами так, чтобы основы не было видно. Заполнила вот так вот все фунтиками, теперь не видно никакой основы, все очень красиво, аккуратно, изысканно. Эти фунтики создают зелень нашей композиции и такой дополнительный объем. Теперь можно декорировать эту композицию мимозой и листьями. В первую очередь я добавлю мимозу, а потом буду добавлять листья. Беру самую длинную веточку мимозы и вставляю ее с правой стороны от восьмерки. Сразу креплю ее на термоклей, чтобы она уже у нас не двигалась, и мы знали, где что как располагается. Так я распределяю ветки мимозы в разных местах по всей композиции. С левой стороны от восьмерки я сделаю веточку немножко направленную вниз. Справа у меня будет смотреть вверх, а слева немножко вниз. Распределяю другие веточки в разброс по композиции. Туда, куда мне бы хотелось добавить и сделать яркие желтые пятна. И вот я уже полностью добавила мимозу, и вот так вот это выглядит. Осталось композицию задекорировать листьями. А листья я буду делать из двух оттенков гофрированной бумаги, из болотно-зеленого цвета и салатового.
За счет двух оттенков зеленого цвета и игры красок этих оттенков композиция это будет смотреться более шикарно. Для листочков я делаю вот такие отрезки, равные высотой 7 сантиметров и шириной 2 сантиметра. Именно из таких отрезочков я и буду делать листья. Вырезаю из них листочки, растягиваю их посередине, и у меня получаются вот такие листья. В принципе, техника уже всем понятна, я неоднократно показывала, как их делать. Листья я делаю разной длины, примерно 7-8 сантиметров в длину и 2 сантиметра в ширину. Специально немножко разные, чтобы это смотрелось более естественно, потому что в природе нет одинаковой длины листочков, нет одинаковой ширины листочков, они всегда немножко разные. И здесь я тоже делаю немножко разные листья. И теперь эти листья я буду приклеивать вокруг роз. Беру салатовый листочек, на него капаю капельку клея и приклеиваю к тем фунтикам, которые я расставила между цветами. И так по всей композиции в разных местах я расставляю листья салатовые и бледно-зеленые. И теперь получается вот такая композиция. Сзади закрыто все фунтиками и листьями, а спереди вот такая эффектная, роскошная весенняя композиция. Для того, чтобы эта композиция была эффектная не только в самом низу и задекорирована, чтобы она была не только в самом низу, предлагаю поработать немножко над самой восьмеркой и верхушку восьмерки задекорировать листьями. Снова беру гофрированную бумагу двух оттенков. Из этой гофрированной бумаги я отрезаю заготовки высотой 4 сантиметра и шириной примерно 1-1,5 сантиметра. Мне нужно вырезать два листочка темно-зеленого цвета и два листочка салатового цвета. И при том, что один из них будет 4 сантиметра длиной, а другой мы его сделаем чуть-чуть покороче, 3 сантиметра. Итак, у нас будет два листочка темного цвета по 3,4 сантиметра и два листочка салатового цвета 3,4 сантиметра длиной. Теперь я беру восьмерку и вот здесь вот в самом верху я приклеиваю эти листья. С нижней стороны листа я наношу капельку клея и приклеиваю к восьмерке. Напротив этого листочка приклеиваю другой листок. Итак, у меня в каждую сторону должно стоять по два листочка. Теперь эти листочки я задекорирую шариками пенопласта, из которых я и делала мимозу. Беру 3 шарика, на кончик шарика наношу термоклей и приклеиваю их по очереди в середину листов. И у нас получается вот такая композиция с циферкой 8 на 8 марта. Я думаю, это прекрасный вариант подарков учителям, воспитателям или коллегам по работе. Прекрасный знак внимания на Международный женский день. Можно эту композицию делать тоже в разной цветовой гамме. Можно, например, просто поменять сизаль с розовым на зеленый, и это тоже будет красиво. Можно сделать оттенки цветов другие из другого цвета гофрированной бумаги. Экспериментируйте. Никогда не останавливайтесь на том, чего вы достигли. Я верю, что вы можете гораздо больше, чем вы думаете. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Очень рада видеть вас на моем канале и очень рада, что мои мастер-классы вам нравятся и они приносят вам пользу. Всего вам самого доброго, самого лучшего. С наступающим 8 марта, с Международным женским днем. Желаю, чтобы вы всегда чувствовали себя женщиной, красивой, счастливой, чтобы вас любили и чтобы вы умели любить. Всего вам самого-самого-самого лучшего. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи на следующих видео мастер-классах. Пока-пока!